Молодая и красивая дама. Молодая и красивая дама желает найти попутчика для путешествия на велосипеде по нормандскому побережью. Место встречи во вторник, 16 числа, в 4 часа на вершине холма Кантлё, близ Руана. Я не знаю, какая фантазия мной овладела, когда я прочитала эти строки в газете. Молодая и красивая дама. Это было заманчиво. Кроме того, уже несколько недель я испытывала огромное желание двигаться и бывать на свежем воздухе. И вправду, сказал я себе, если во вторник, 16 числа, будет хорошая погода, я иду. Погода была более чем прекрасной, одно из тех июньских утр, когда трепещет все ликование природы и вся радость жизни. Я отправился в путь. Экипаж, а мне хотелось выглядеть респектабельно, довез меня до вершины холма Кантлё. В 4 часа я прибыл к месту встречи, довольно взволнованный, крайне любопытный и немного встревоженный. Молодая и красивая? Возможно ли это? Разве молодая и красивая женщина нуждается в том, чтобы искать попутчика через объявление? Напрасные тревоги. Когда она появилась из-за поворота проселочной дороги, где, по-видимому, поджидала, одного взгляда было достаточно, чтобы развеять все сомнения. Она была восхитительно молода, восхитительно красива. Но тогда, почему? Она подошла ко мне с улыбкой, протягивая руки, и спросила: «И это все? Только вы один?» «Только я», — ответил я, назвав свое имя. Что ж, я-то думала, что такое заманчивое объявление привлечет ни одного кавалера. Впрочем, тем лучше. Иначе мне пришлось бы выбирать. Она была поистине очаровательна, превосходно сложена в своем болеро из синеватого сукна, распахнутом поверх белой блузки, и в короткой юбке, которая точно очерчивала линии ее бедер и расширялась на уровне лодыжек мягкими, струящимися складками. «Поехали», — сказала она мне. С самого начала разговор между нами пошел совершенно свободно и непринужденно, без малейшей позы или смущения. Я никогда не встречал человека, который производил бы впечатление большей непосредственности. Она казалась веселой и простой, искренней и светлой, импульсивной и по-детски наивной. Ее улыбка обладала каким-то, можно сказать, честным обаянием и казалась видимым выражением чистой и счастливой души. Ее движения были грациозными и точными. Нам было настолько легко друг с другом, что я высказал ей все это в шутливой форме, пока мы катили по лесу Румар. Работа ваших ног безупречна, именно поэтому она незаметна и кажется такой легкой. Вы прилагаете ровно столько усилий, сколько нужно, ни больше, ни меньше, и с такой решительностью, с такой уверенностью, в которой угадывается скрытая сила. Она смеялась, и так восхитительно. Это было подобно музыке, которая рассыпалась жемчугом позади нас. А еще она пела, нежным голосом, который не нарушал тишину, а, напротив, гармонично с ней сливался. И порой она смотрела на меня так, как смотрит на друга, в чьей преданности уверены уже давно и который прощает вам легкое кокетство. Расспрашивать ее о прошлом? Об этом даже не думалось. Приключение нравилось мне тем больше, чем больше в нем оставалось тайны. Я не знал, откуда она приехала, я совершенно не верил, что знаю, куда мы направляемся, я просто позволяла этому ребенку вести себя к цели, которую, возможно, она и сама не знала. И это было восхитительно, вот так отдаться на волю случая. Мы спустились со склона сентября Жорж и покатили вдоль Сены, между прекрасной мирной рекой и белыми скалами. Я сказал ей: «Мне кажется, я знал вас всегда, верно?» «Всегда, и все точно так же знают меня с первой же минуты. Это не значит, что во мне нет ничего скрытого,
ведь в конце концов у меня есть свои секреты, например, это загородная прогулка. Она прервала речь, задумалась и пробормотала: «Посмотрим». И она снова заговорила, беспечно и наивно, как прежде. Остановка в Дюклер, чтобы освежиться, и мы снова отправились в путь. Мы то поднимались, то спускались, затем, возле величественных старых деревьев, окружающих замок Дютаис, она свернула с главного шоссе и взяла левее, на дорожку, уходящую вглубь леса. «Вы не боитесь?» — спросила она меня. «Нет, я пошел бы за вами и в ад. Возможно, мы туда и направляемся». Снова тень пробежала по ее подвижному лицу. Ее ход стал менее быстрым. Мне даже показалось, что она колеблется и вот-вот остановится. Это длилось лишь мгновение. Мы продолжили путь. Тем не менее, это мгновение повторилось, и, взглянув на нее, я увидел, что она очень бледна. Она сказала мне: «Положите вашу руку мне на плечо, хорошо, ближе». Она улыбнулась мне очень нежным взглядом. Мне захотелось прижать ее к себе, настолько ее белокурые волосы, ее розовые щеки, все ее свежее лицо манили мои губы. Но пальцем она указывала на поляну, которая открывалась в 100 шагах перед нами, перекресток проклятого. Ее рука немного дрожала. Ее голос тоже дрожал, и по мере того, как мы приближались, я замечал, что она все ниже наклоняется к своему рулю. Но у самого въезда на перекресток она разразилась смехом и с усилием выпрямилась. В то же мгновение раздался выстрел, пуля просвистела у моего уха. Затем другой хлопок, и мою шляпу сдуло. Позади нас раздалось ругательство. «Быстрее! Быстрее!» — закричала она, налегая всем своим весом на педали. И мы бросились бежать. Это была безумная гонка по разбитым лесным тропинкам, затем через деревню и луга, окаймленные тополями. И сено преградило нам путь. Совсем рядом был плодовый сад, где мы и укрылись. «Сюда, сюда», — сказала она, — «здесь мы в безопасности». К тому же он за нами не погнался. «О ком вы говорите?» — спросил я ее. «Как о ком? О моем муже». «Что?» «Это он». Это он стрелял, совершенно верно. У меня, должно быть, был довольно забавный вид, потому что она покатилась со смеху. «Ну и что же, вам страшно теперь?» Я подошел к ней и, взяв ее за руку не без некоторой грубости, спросил: «Вы знали, что ваш муж устроил там засаду?» «Да». «Но тогда зачем?» «Ах! Вот в чем дело, это трудно объяснить, женская причуда. Представьте себе, что мы очень любим друг друга, Адриен и я, особенно я его обожаю. Он, это другое, он любит меня временами, а в остальное время недостаточно, не так, как мне хотелось бы, чтобы меня любили. Он не ревнив, вот в чем дело. Или, по крайней мере, я воображала, что он не ревнив. Это меня раздражало, и я говорила себе: в конце концов, он не ревнив, потому что у него нет для этого повода, но что, если бы у него появился случай? Тогда я захотела проверить и велела поместить это объявление в газету, а ему написала анонимное письмо: «Милостивый государь, ваша жена любит другого мужчину. Будьте в следующий вторник около 6 часов на перекрестке проклятого. Вы увидите, как они едут». И он пришел и, как видите, он ревнив, вопреки тому, что я думала, достаточно ревнив, чтобы попытаться нас убить. Признаюсь, мне потребовалось определенное усилие воли, чтобы не броситься на нее и не избить до полусмерти. «Как?»
И это была та самая чистая и наивная душа, которая меня очаровала, то веселое, светлое и такое простодушное существо, чья улыбка казалась мне чистой, как улыбка ребенка. Я долго смотрел на нее, и она не опускала глаз. И действительно, эти глаза обладали невыразимой чистотой, глаза девственницы, которая не лжет и чья душа действительно искренна и свежа. Глаза женщины, душа женщины, вот и все. Она сказала мне: «Вы сердитесь?» «Нет, нет», — ответил я, понимая абсолютную бесполезность любых рассуждений. «Только объясните мне, вы ведь не могли не догадываться о том, что с нами могло случиться. Вы же допускали возможность этого ружейного выстрела?» Разумеется, и это ожидание было почти приятным и в то же время ужасным. Какое чувство я испытала, когда мы приближались? Был ли он там? Что он сделает? Мне хотелось спросить ее: «Ну хорошо, а как же я во всей этой истории?» Ведь в конце концов, вы были не одна, опасность была одинаковой для нас обоих. То, что вы шли на нее сознательно, это ладно, но я? Человек незнакомый, посторонний. Но к чему было спрашивать ее об этом? Она все равно не поняла бы. Лучше всего было уйти, что я и сделал, отвесив ей весьма почтительный поклон. В тени. Через брешь в изгороди, на ощупь, человек прошел. Это была темная ночь. Чувствовались близкие густые облака. Шаг за шагом он шел по саду, натыкаясь на ветви деревьев. Ему потребовалось много минут, чтобы открыть дверь крыльца. Затем начался бесконечный подъем по лестнице, ухватившись руками за перила. И вдруг, на втором этаже, он бросился бежать, пересек коридор и ворвался в комнату своей жены. Раздался крик ужаса. Полуобнаженный мужчина вскочил с постели. Свеча погасла. И воцарилась тьма. Инстинктивно муж захлопнул дверь и прижался к створке, чтобы виновные не могли сбежать. Эта темнота сбивала его с толку. Что делать? Что сказать? Задыхаясь от ярости, он закричал: «Предатели, канальи!» Но его голос прозвучал так странно в ночной темноте комнаты, что он замолчал. В отчаянии он обыскал карманы. Спичек нет. Камин был недалеко. Он бесшумно направился туда, ничего не нашел, опрокинул подсвечник и поспешно вернулся к двери. Его замешательство росло. Он больше не смел шевельнуться. Тишина сгущалась. И отчетливо нарастал стук 3 сердец, бившихся с ужасающей силой. Но где, Боже мой, где они прятались? В конце концов, эта неподвижность стала тяготить его. Он бросился на кровать, сгорая от желания задушить их. Никого. Прыжком, думая, что услышал треск, он вернулся на свое место. Очевидно, виновные прятались за каким-нибудь креслом. Он собирал воспоминания, готовил нападение и бросался к предполагаемому месту. Тщетные поиски. Он потерял голову. Эта игра в прятки сводила его с ума. И мало-помалу что-то таинственное проникало в него, какой-то необъяснимый страх, страх перед тишиной, в которой он бился, страх перед тьмой, которая его окружала. Ах, это тьма! Он чувствовал ее густой, осязаемой, материальной. Он ел ее, он дышал ею. Она давила на плечи, давила на грудь. Она закрывала глаза, закладывала уши, забивала ноздри, она проникала в мозг. Он начал дрожать. Его зубы стучали.
У него было ощущение, что он похоронен заживо, похоронен во тьме. Он задыхался. И помимо своей воли, умоляющим голосом, словно произнося желание, от которого зависит жизнь или счастье, он прошептал: «У вас есть спички?» $10, 2 цента. Марис Леблан. Я не знаю точно, какому чувству я повинуюсь, останавливая мою машину посреди этого подъема. Была ли это жалость к этому старому бродяге, который тяжело шел под ужасным солнцем, или смутная потребность совершить поступок, который показался бы мне оригинальным и дал бы мне хорошее мнение о самом себе? Я окликнул его: «Эй, друг, куда направляешься таким шагом?» Он ответил: «В Вильдьё». Я присвистнул: «Фихтры». Еще 20 километров по такой жаре, как в Печии. А потом? Он произнес: «Завтра это будет Сент-Илер». Я воскликнул: «Сент-Илер. Я как раз туда иду. Садись же со мной. Ты все равно выиграешь около 15 льё, чем не надо пренебрегать». Он посмотрел на меня с изумлением, затем посмотрел на свои грязные и пыльные лохмотья, на куски кожи и тряпки, которые обволакивали его ноги. Бедный человек. Какая нищета и какая грязь. «Ладно», — сказал я ему, — «положи свой узел туда, назад и иди сюда». «Моя Вера», — ответил он, — «вы очень добры». И он поднялся и сел. Мы поехали. Когда подъем закончился, мы спустились в глубокую долину. Был небольшой ветерок и довольно свежий. Мой спутник сказал мне: «Не очень-то тепло». Я не мог удержаться от того, чтобы не предложить ему одежду. Имея только мою козью шкуру, я предложил ее. Он принял ее без лишних церемоний. Я улыбнулся, видя его наряженным таким образом. Он имел вид очень важного господина, его белая борода смешивалась с мехом воротника, жесткий, немного натянутый и такой комичный, с пришитыми кусками фетра, которые служили ему головным убором, с лохмотьями, которые свисали вдоль его ног, и тряпками, обвязанными вокруг его ног. Мне захотелось воскликнуть: «Ну что, мой парень, вот это тебе повезло. Прогулка на авто». Я был очень доволен собой. Моя доброта казалась мне безграничной. Какая любезность! Тотчас же я начал расспрашивать его о его жизни, очень надеясь, что оказал услугу какому-нибудь бывшему бакалавру, впавшему в нищету. К сожалению, это было совсем не так, и я очень быстро убедился, что мой спутник не был и никогда не должен был быть ничем иным, кроме как самым жалким из созданий. Никакого проблеска, ни одной мысли. Казалось, он не жил и даже не живет. Названия деревень, смутные воспоминания об удаче, о памятном пире, или о голоде, или о более суровой зиме — вот и все, что я смог из него вытянуть. По крайней мере, подумал я, у него останется воспоминание о прекрасном дне. И я сказал ему: это ведь совсем другое дело. Это идет быстро, это приятно, дышится легко. С этой стороны мои усилия также потерпели неудачу. Можно было подумать, что ничто его не поражало, что он ничего не видел и не слышал. Я не заметил в нем ни малейшего удивления, ни малейшего любопытства. В Вильдьё он спросил меня: «Мы не останавливаемся?» Я ответил: «Зачем останавливаться? Машина никогда не устает». И мы продолжили путь. Я отказался от мысли заставить его говорить. Долгий переезд до Сент-Илера прошел в молчании. Молчание, немного неловком с моей стороны,
Роль, которую я играл, начинала мне казаться, я спрашиваю себя почему, в менее привлекательном свете. Не будучи в состоянии поверить в полную глупость этого человека, я воображал, что в глубине души это путешествие не было для него лишено некоторой горечи. Его смутная чувствительность должна была зашевелиться. Он должен был сопоставлять свои мучительные и бесконечные переходы под солнцем или под дождем с этим восхитительным и легким скольжением, которое приближало его к цели его усилий, обычно такой далекой. В таком случае, какое болезненное сравнение! Какое жестокое и незабываемое страдание я приносил в его жизнь! Будь он чуть менее грубым, чуть менее неосознанным, он бы заплакал. Он не плакал. Он не двигался, все так же невозмутим, с видом старого собственника, очень достойного и очень размеренного. По прибытии он вышел, отряхнулся, взял свой узел и посмотрел, все ли там на месте. Я спросил его: «Ну вот, ты и добрался. Что ты собираешься делать теперь?» Он ответил: «Вернуться в сторону Вильдьё». Я удивился: «В Вильдьё? Но мы же оттуда едем». Он произнес: «Да, но я вам скажу, там есть одна добрая дама, которая всегда дает мне 2 су, когда я стучусь». Я возразил: «И ради этого ты снова пройдешь эти 10 льё, даже 20 льё с обратным путем? Я этого не хочу». Я протянул ему монету в 5 франков. Он взял ее, пощупал, затем заключил: «Это ничего не меняет, это все равно 2 су. Вы могли бы дать мне 1000 и сотни, но 2 су доброй дамы, это всегда будет на 2 су больше». Рассуждение было верным. Я сказал ему: «Как тебе угодно». «До свидания». «До свидания», — сказал он мне. И он удалился. Он удалился даже с моей козьей шкурой, и совершенно естественно. Понял ли он, что я ему ее подарил? Я был на грани того, чтобы окликнуть его. Но у него был такой забавный вид под этим уютным руном, такой зажиточный вид. Настоящий джентльмен-водитель, с которым случилось несчастье, что же касается брюк, сапог и головного убора. И долго, не без некоторого сожаления, я смотрел на свою козью шкуру, которая шагала по дороге на Вильдьё. И я говорил себе, что, в конце концов, мой поступок был нелогичным и ребяческим. Желать, чтобы этот несчастный прибыл раньше к своей цели. Но неужели бедняки так торопятся достичь своей цели? Разве то, что ждет их на стоянке, так желательно, чтобы нужно было еще лишать их монотонного и отупляющего развлечения ежедневной ходьбы? И потом, цель для них? Но ведь у них нет другой цели, увы, кроме как получить ничтожную милостыню, которая даст им хлеб, которая помешает им сдохнуть на обочине дороги. Что же касается остального, радости скорости и уничтоженного расстояния, ощущений природы, свободного пространства и свежего воздуха, автомобиля любезного господина, который проезжает мимо, ба! Что все это значит по сравнению с 2 су доброй дамы? Дорожный несисёр. Неизданная новелла Мариса Леблана. Все друзья госпожи де Орвин собрались вокруг нее, чтобы отпраздновать 30-летие этой грациозной женщины. Ее любили все, а многие боготворили. Она же умела отвечать на привязанность и любовь все той же мягкой и утешительной дружбой. В этот день со всех концов Стокгольма каждый принес свой дар: цветы, безделушки, коробки со сладостями, кружево. И каждый получал в знак благодарности улыбку и слово, одни и те же для всех, но каждому казавшиеся наилучшей наградой. Однако один подарок привлек особое внимание и завоевал всеобщее одобрение.
Когда обертку сняли и вещь предстала перед гостями, госпожа де Орвин покраснела от удовольствия. «А, Карл Андермат», — сказала она высокому немцу, облаченному в строгий сюртук, с топорщащимися усами и моноклем в глазу, — «вы меня избаловали». Карл Андермат, который только начинал свой путь в Стокгольме в качестве представителя Гамбургского торгового дома и искал связи в высшем обществе, возразил: «Нужно делать невозможное, чтобы угодить госпоже де Орвин, и все же это подношение недостойно ее». Это был дорожный несесер эпохи реставрации, из красного дерева, из тех, что в те времена возили на дне просторных карет. Изнутри он был полностью обит старой кожей кирпичного цвета и содержал в себе, разложенные в идеальном порядке, самые разнообразные предметы: кубки, зеркало, жаровни, позолоченные чаши, костяные щетки, флаконы, записные книжки в драгоценных переплетах, серебряные ножи и еще 20 забавных и неожиданных вещей, которые благодаря хитроумным механизмам обнаруживались спрятанными друг под другом. «Это восхитительно», — восторженно шептала госпожа де Орвин. «Я никогда не видела ничего, что понравилось бы мне до такой степени». И какая работа! Это французское искусство в самом пленительном его проявлении. Право слово, Карл Андермат, я не знаю, как вас благодарить. Инстинктивно все взгляды обратились к молодому человеку, который держался в стороне. Это был Жорж де Эстур, атташе французского посольства и один из самых частых гостей в этом доме. Если бы иногда в поведении госпожи де Орвин, в звуке ее голоса или выражении взгляда и можно было уловить некое предпочтение кому-то из друзей, то оно было бы в пользу этого очень простого, с виду немного холодного юноши, чье лицо было отмечено шрамом, а петлицу украшал военный крест. «Де Эстур, что вы об этом думаете?» — спросила она. «Это ведь из вашей страны, не так ли?» Де Эстура вытолкнули в первый ряд. Вокруг них образовался круг. Андермат выпрямился, наливаясь важностью, его лицо покраснело. «Это действительно из моей страны», — произнес молодой француз. Он взял кубок, осмотрел его, вернул в кожаный футляр и добавил с оттенком некоторого волнения в голосе: «Такие несесеры крайне редко можно найти у антикваров. Семьи ревностно хранят их как реликвии самого сокровенного прошлого. Что касается меня, я еще ни разу не видел в продаже ни одного подобного экземпляра». «Этот, однако, был продан», — заметила госпожа де Орвин, раз уж Карл Андермат его купил. Жорж де Эстур ничего не ответил. Он рассеянно приводил в действие различные пружины, как человек, привыкший к подобного рода секретам, и его поведение заставляло окружающих хранить любопытное молчание. Наконец он повернулся к немцу. «Вы воевали, сударь?» Эти двое мужчин часто встречались в доме госпожи де Орвин. Всегда безупречно вежливые друг с другом, они избегали разговоров и, насколько это было возможно, не подавали друг другу руки. Андермат рассмеялся. «Полноте, сударь. Как и подобает хорошему немцу, коим я и являюсь. 4 года войны. Во Франции». «Разумеется», — подчеркнул Андермат. «На протяжении 4 лет я воевал во Франции. В департаменте Эна. Повсюду понемногу, но также, действительно, и в департаменте Эна. И вы, возможно, стояли лагерем в окрестностях Лаона?» Немец заколебался, словно удивленный этим расспросом. Затем он заявил: «Кажется, я припоминаю, и в самом деле. Уточним, в замке Фрисибор?» На этот раз немец встал на дыбы. «Что означает этот вопрос?» — спросил он.
Мой вопрос весьма естественен, сударь, и, если вам не неприятно на него отвечать, я тотчас назову вам причину». Карл Андермат пожал плечами. «Неприятно? С чего бы?» «Нет ничего дурного, полагаю, в том, чтобы жить в замке Фрисибор ближе к концу 1916 года в качестве начальника этапа». «Ничего дурного. В таком случае, надеюсь, вы снизойдете до объяснений, сударь?» Тон обоих собеседников становился все более сухим, манеры все более враждебными. Госпожа де Орвин затрепетала от тревоги. Одним лишь взглядом де Эстур успокоил ее. Он выбрал сигарету на столе, прикурил ее от сигареты, которую курила сама госпожа де Орвин, и спокойно произнес: «Это совсем крошечная история, каких было множество, и которая приобретает значение лишь в силу случайности, столкнувшей меня с вами». Во время немецкого отступления в начале 1917 года. Стратегического отступления, с улыбкой поправил Андермат. Во время стратегического отступления немцев в 1917 году, продолжил де Эстур, замок Фрисибор, бывший к тому времени резиденцией этапной службы, служил также штабом дивизии. В момент эвакуации все здания были облиты керосином, преданы огню, кроме того, разрушены ударами мин. Были спилены деревья, отравлены пруды и колодцы. От соседней деревни не осталось камня на камне. «Стратегическая необходимость», — заметил немец, сокрушенно вскидывая руки. Накануне этого уничтожения, продолжал де Эстур, другая стратегическая необходимость заставила собрать на главном газоне всю мебель и предметы замка, представлявшие хоть какую-то ценность, и все присутствовавшие офицеры были щедро наделены ими посредством бесплатной лотереи, которая учитывала чин и личное влияние. «Как вы прекрасно осведомлены, сударь», — сказал Карл Андермат, пытаясь обратить все в шутку. «Значит, все это вас так интересует?» «Весьма. Замок, точнее, руины Фрисибора принадлежат мне». «Ах, вот как!» — вырвалось у немца, который явно растерялся. Вокруг них воцарилось тяжелое, тревожное молчание. Ситуация была из тех, что всегда поражают воображение. Спустя годы после совершенного зла обстоятельства свели лицом к лицу того, кто это повлек, и того, кто от этого пострадал. Чего же теперь хотел Жорж де Эстур? Воспользуется ли он случаем, чтобы отомстить противнику? Госпожа де Орвин, стоявшая совсем рядом с ним, пролепетала: «Я умоляю вас». Он успокоил ее жестом. Его спокойствие поражало, ни единого признака гнева или обиды не прорывалось наружу. Он двигался к цели, которую никто еще не видел, но которой сам он, казалось, был уверен, что достигнет. «Фрисибор — это родовое имение», — объяснил он. «Моя мать вернулась туда после того, как бежала в 1914 году. Совершенно разоренная, она живет у одного из наших бывших арендаторов, который любезно согласился ее приютить. Именно благодаря ему мы смогли восстановить картины, о которых я вам рассказал. От него мы узнали об изъятии нашей мебели, наших гобеленов, наших часов и в том числе этого несесера». Андермат вспылил. «Послушайте, сударь, ну и уверенность вы демонстрируете. В конце концов, ничто не доказывает, что этот несесер принадлежал именно вам. Напротив, сударь. Доказывают инициалы, выгравированные на каждом предмете. Л.Э.Д. Луи де Эстур де Девришан. Это имя моего прадедушки. И это мое имя, что подтверждает моя визитная карточка». На этот раз госпожа де Орвин запротестовала.
И вы думаете, что я оставлю этот ларец у себя? Я считаю его вашей собственностью, дорогой друг. Вы вольны поступать с ним как вам угодно, сударыня. Но кем бы он ни был вам преподнесен, господином Андерматтом или мною, теперь он ваш. Ваш, сударыня. Яростно воскликнул Карл Андерматт. Это была моя доля добычи. Я имел на нее право, и никто не может оспорить мое право владения, которое стоит любого другого. Француз сделал шаг к нему и с подчеркнутой вежливостью спросил. Это определенный взгляд на вещи. Но неужели в глубине души, по совести, вы считаете его верным? Разумеется, сударь, ответил Андерматт, все больше распаляясь, это даже не обсуждается. Однако, если бы в этом ларце вместо дорожных принадлежностей вы обнаружили ценные бумаги, тем хуже, или, вернее, тем лучше. У войны свои законы. Не я их выдумывал. И он добавил, рассмеявшись, испугавшись, что зашел слишком далеко в утверждении своих теорий. Впрочем, там не было ничего, кроме того, что находится там и сейчас, и что я преподнес в подарок госпоже де Орвин, дорожные вещицы и предметы туалета. «Возможно, вы просто плохо искали», — произнес де Эстур. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что этот небольшой предмет мебели сработан весьма любопытно, он полон сюрпризов, и ваши поиски, возможно, были недостаточно тщательными». Андерматт потерял терпение. «Объяснитесь, наконец, сударь». Француз улыбнулся. Чувствовалось, что он все больше и больше господствует над собой и над событиями. Никаких ссор. Никакого скандала. Изящная развязка, продиктованная самими обстоятельствами. «Мои маленькие истории, кажется, занимают вас, сударь», — сказал он. «Это не будет долгой. Всего лишь несколько слов». В 1914 году моей матери пришлось бежать от нашествия врага. Она унесла с собой столовое серебро и драгоценности, но в спешке забыла ценную бумагу, облигацию государственного займа, которая составляла все наше состояние и номера которой она даже не помнила. Она знала лишь одно — бумага осталась на своем привычном месте, то есть в этом несесёре. Андерматт ехидно усмехнулся. Плохой тайник. Лучше, чем вы думаете, уверяю вас. Ба! Сколько рук там перебывало? Рук невежественных, твердо заявил де Эстур. То, что мы в семье называем секретом завещания, ибо это место предназначалось для завещания, представляет собой совершенно неприкосновенный тайник. И я ни на секунду не сомневаюсь, что найду там эту бумагу, если госпожа де Орвин позволит мне. Де Эстур. Воскликнула госпожа де Орвин, которая, как и все ее гости, ждала в крайнем волнении. Не теряйте времени. Все это ваше, и я была бы так счастлива. Прошу прощения, сказал он, я хочу расставить все точки над «и». Вы, сударь, если я не ошибаюсь, более не заявляете ни малейших прав ни на этот ларец, ни на его содержимое, поскольку преподнесли его в дар? Конечно, никаких прав, с тревогой заявил Андерматт. Что подарено, то подарено. Мое слово твердо. В таком случае ищем. Молодой человек открыл несесёр, изменил положение первых попавшихся предметов, снова закрыл его, перевернул вверх дном, нажал на два медных уголка, и все нижнее дно сместилось в свои рамки, открывая другую панель, которая, казалось, скользила по первой, как одна доска по другой. Между ними лежал лист бумаги. Де Эстур развернул его. Это была государственная облигация.
В гостиной раздался дружный возглас одобрения. У госпожи де Орвин на глазах выступили слезы. Карл Андермат, багровый, с покрытым потом лбом, сжимал кулаки. Предельно любезно де Стур показал ему подпись своей матери, сделанную красным карандашом, и добавил: «Никакая ошибка невозможна, не правда ли, сударь?» И мои предвидения оказались точны. Это не такое уж огромное состояние, 24 тысячи франков годового дохода под 3%, даже не 500 тысяч франков общего капитала. Однако заметим, что по нынешнему валютному курсу вы могли бы выручить за нее более 2 миллионов марок. Он повернулся к госпоже де Орвин. «Простите меня, дорогая сударыня, но банки еще не закрыты, и у меня есть время отправить это матушке. Для нее это будет такой радостью, что я не хочу медлить ни минуты». Он поцеловал руку молодой женщины, поклонился остальным присутствующим и вышел веселым шагом, адресовав Карлу Андерматту прощальный поклон, в котором выражалось все то сочувствие, какое благородный человек проявляет к чужому горю. Клятва. Марис Леблан. Помни, что тебе нужно сходить в замок, Жермена. «Да, мама», — ответила Жермена, — «я пойду прямо сейчас. Но скажи мне, что я должна там сделать». Жермена и ее мать находились в небольшой, скромно обставленной комнате, выходившей в сад. Начинало смеркаться. Часы на деревенской церкви пробили 4. Жермена зажгла лампу и поставила ее на махагоновое бюро, за которым сидел молодой человек и писал письма. Он поднял голову, и они обменялись любящими улыбками. «Дело вот в чем», — сказала мать. «Сегодня утром я получила письмо от графини. Ты знаешь, что она уехала отсюда в Ниццу? Так вот, оказывается, она забыла свои дорожные часы на каминной полке в будуаре и просит меня немедленно выслать их ей. Но почему бы не написать смотрителю замка?» Смотритель уехал. Он отправился в Париж на свадьбу своей дочери, а ключи оставил мне. Но я ведь уже рассказывала тебе все это. Где твои мысли, Жермена? «С ним», — тихо произнесла Жермена, поглаживая молодого человека по волосам. Андре Дарвин подарил еще один взгляд, полный бесконечной нежности, девушке, на которой должен был жениться в следующем месяце, и спросил: «Хочешь, я пойду с тобой, Жермена?» «Нет, зачем?» «Думай о своих письмах, их все нужно отправить сегодня». «Тебе не страшно?» «Чего бояться?» «Идти одной». В округе поговаривают об ограблениях. Она рассмеялась. «Ограбления не совершаются днем. Я вернусь через полчаса, пока еще совсем не стемнело». Он взглянул на часы. «Через полчаса? Ну, хорошо. Если тебя не будет к без 15:05, я приду в замок, чтобы забрать тебя». Тогда я побежала. Она не побежала. Она шла спокойно, со свойственным ей внутренним миром и уверенностью. Она была серьезной, вдумчивой девушкой, очень уверенной в себе, и всегда действовала с некой улыбчивой строгостью. Она была из тех женщин, которые созданы для радости и счастья, и которые приносят радость и счастье тем, кого любят. И она обожала Андре, отдав ему всю свою жизнь. Ворота замка находились в 500 ярдах от деревни, в конце четырехрядной аллеи из пихт. Она открыла ворота и пошла по подъездной дорожке, огибавшей лужайку. Подойдя к крыльцу, она, как будто, услышала шум, но не обратила на него внимания, подумав, что это всего лишь шум ветра или какая-то другая мелочь, и открыла дверь в вестибюль.
Она знала дорогу, так как часто бывала в гостях у графини. Поэтому она пересекла прихожую и повернула в широкий коридор, проходивший за приемными залами. Стук ее каблуков эхом отдавался от каменных плит. «Я как раз вовремя», — подумала Жермена. «Еще немного, и я бы ничего не увидела». Перед ней была дверь. Она нащупала ручку, повернула ее и вошла. То, что произошло дальше, было молниеносным и внезапным. Две руки схватили ее за горло и повалили на пол. Она вскрикнула, но крик был заглушен сильным сдавлением шеи. И, падая, она увидела за спиной державшего ее человека других людей, наклонившихся над ней, жестокими лицами и злыми, бегающими глазами. «Не упускай ее», — сказал один из этих людей. «А ты, малявка, не рыпайся, не то мы быстро с тобой разберемся». «Куда лучше разобраться прямо сейчас и покончить с этим», — проворчал один из его сообщников. Ее связали веревками, в рот затолкнули кляп, и она снова почувствовала эти руки, эти ужасные руки, душившие ее. Теряя сознание и покоряясь судьбе, которая казалась неизбежной, она перестала сопротивляться. Но грубый, властный голос скомандовал: «Руки прочь! По крайней мере, подождите, пока мы не поймем, в чем вообще дело. Ты откуда взялась, малявка? Что ты здесь делаешь?» Он говорил с таким авторитетом в голосе, что остальные подчинились. Он ослабил путы Жермены, вгляделся в нее в полумраке и воскликнул: «Го! Да ведь я знаю эту девчонку». Жермена тоже узнала его. Это был старый слуга из этого дома, который прослужил у графини много лет, вплоть до того дня, когда ей пришлось уволить его после довольно таинственного исчезновения ювелирного украшения. Он продолжил: «Да, я отлично ее знаю. Она ходила к обедне вместе с барыней. Она из набожных. Как раз сегодня утром, когда я ошивался поблизости, я видел, как она выходила из церкви с каким-то городским малым, ее женихом, как мне сказали». Жермена содрогнулась с головы до ног. «Андре Дарвин идет сюда». Она не думала об этом с тех самых пор, как эти люди сбили ее с ног, и вот теперь, внезапно, вспомнила. «Андре идет сюда. Он ведь сказал: если тебя не будет к без 15:05, я приду в замок, чтобы забрать тебя. Значит, он придет за ней. Он войдет внутрь». Человек, который, по-видимому, был вожаком, наклонился вперед и сказал: «Послушай, малявка. Ты ведь собираешься выдать меня, верно?» «Нет, не собираюсь». Он рассмеялся. «Ты напугана, милашка, и готова обещать все, что угодно. Но можешь не утруждаться. Мы не причиним тебе вреда. Какой в этом толк? У нас будет добрых час или два, чтобы начисто опустошить замок, прежде чем они встревожатся из-за тебя и придут искать. Этого нам вполне хватит. А потом можешь сдавать меня сколько душе угодно. К тому времени меня еще попробуй найди». Она повысила голос и твердо заявила: «Они придут сюда не через 2 часа и не через час. Они будут здесь самое большее через 10 минут». «Что?» Все негодяи засуетились и разволновались, готовые бежать. Один из них закричал: «Уходим. Надо сматываться». «Ну и дурак же ты», — сказал вожак. «Мы еще ничего не вынесли, а ты уже болтаешь об уходе. А если нас застукают?» «Идиот. То есть ты хочешь упустить такой шанс, который бывает раз в жизни. Дом, который считай, что принадлежит нам, без единой души охраны, битком набитый ценностями, которые только и жди, чтобы их забрали. Часы. Куча антиквариата. Роскошная груда вещей, которые нам нужно всего лишь пронести через сад и погрузить в автомобиль. И ты хочешь от этого отказаться? Но... Заткнись, чокнутый. У меня есть идея.
Он снова наклонился над Жерменой и, приблизив свое лицо к ее лицу и в упор глядя ей в глаза, спросил. «Кто идет тебя забирать?» «Мой жених и двое его друзей». «Вранье. Твой кавалер придет совершенно один. У него с собой револьвер, он поднимет крик». «Довольно. Не трать слов попусту. Ты любишь его?» «Да». «Очень хорошо, в таком случае ты свободна». «Да, беги отсюда так быстро, как только можешь». «Вот только». «Вот только что?» «Если встретишь его, возьми под руку и ступай домой, как послушная девочка. И до завтрашнего дня ни единого слова о нас». «По рукам?» Абсолютное молчание. «Думаю, так тебя устроит, учитывая, что мы дарим жизнь тебе и твоему возлюбленному». «По рукам». «Клянешься?» «Клянусь». «Мне этого мало». «Поклянись головой своего суженого, его вечным спасением и своим собственным». Она повторила. «Клянусь головой своего суженого, его вечным спасением и своим собственным спасением». «Отлично». Он тут же освободил ее. «Это безумие», — сказал один из сообщников. «Она все расскажет». «Она не расскажет», — отрезал вожак. «Я знаю эту породу. Мне уже приходилось иметь с ней дело. Она вся соткана из религии и предрассудков. Она не расскажет. И все же. Довольно об этом. Я беру всю ответственность на себя. Упаковывайте вещи и живее». Он пошел вместе с молодой девушкой к входной двери. «Это клятва святым именем Бога?» «Святым именем Бога», — серьезно сказала она. «Тогда проваливай», — сказал он. «А я останусь здесь, за этой дверью, пока они не закончат. Если кто-нибудь войдет, ему не поздоровится. Получит один удар ножом, и дело с концом. Прощай, милашка, и помолись за меня». Она ушла. На этот раз она бежала, и ее глаза дико всматривались в темноту, пытаясь различить силуэт Андре. Но он не шел ей навстречу. Вдруг она остановилась. Мимо прошли два жандарма. Порыв толкнул ее к ним. Но нет, она не могла этого сделать. Священные слова, запечатленные в глубине ее существа, высеченные на ее строгой совести, принуждали ее к молчанию. Нарушить клятву значило навлечь беду на человека, которого она любила, навлечь беду на их любовь. Она не имела права говорить. Она продолжила свой путь. К тому же деревенские часы пробили один раз, как они всегда делали на четверти часа. Значит, время было без 15:05. Опасность миновала. И вот она вошла в дом. Едва переступив порог, не в силах держаться на ногах и теряя последние остатки сил, она опустилась на стул в прихожей. Из соседней маленькой комнаты доносились два голоса. Ее мать и Андре никуда не уходили. Они разговаривали, ожидая ее возвращения. Она сидела там долго, сложив руки, дрожа от счастья, благословляя Бога и благодаря Его всей душой и сердцем. И она плакала от радости. Она думала о том, какая изысканная вещь — жизнь, и что нет ничего слаще в мире, чем любовь. Мать нашла ее сидящей в маленькой прихожей, едва освещенной пламенем свечи. «Что ты здесь делаешь?» Я шла довольно быстро. Я просто отдыхала. Что за выдумки? Кстати, ты принесла часы графине? Жермена совсем об этом не подумала.
Она выпалила первое, что пришло в голову. Да, я отдала их кухарке, чтобы та их упаковала. Мать сказала. Но нельзя же сидеть здесь вечно. Пойдем. Мне нужно поговорить с тобой, предстоит сделать кое-что важное. О чем? Об оглашении в церкви. Священник предлагает зачитать его самвона в воскресенье, а сегодня уже пятница. «Я схожу к нему завтра», — сказала Жермена. «Тебе не нужно никуда ходить. Он сейчас здесь». «Здесь?» «Да, мы с ним болтали, пока ждали тебя». «О!» — пробормотала Жермена, и у нее начало зарождаться смутное чувство тревоги. Ну, раз он здесь, он может договориться с Андре. Но Андре ушел. Что? Он пошел тебе навстречу. Разве ты его не видела? Что? Что ты такое говоришь, мама? Закричала Жермена задыхающимся голосом. Теперь она стояла с искаженным лицом, безумная от ужаса. Но, мама, он не мог уйти, иначе я бы его увидела. «Чего ты так волнуешься?» — спросила мать. «Все очень просто». Андре закончил свои письма очень быстро. Должно быть, он отнес их на почту, а оттуда пошел к замку коротким путем. Жермена покачнулась от ужаса. Она вспомнила того человека, там, за дверью вестибюля, с ножом в руке. И еще она подумала о своей глупой клятве, о 2 жандармах. И вдруг она бросилась вон из дома. Неужели Андрей еще не пришел? Неужели она сможет догнать его вовремя? Она кричала на бегу. Она вопила. «Помогите! Помогите! Сюда! К замку!» Несколько крестьян побежали за ней. Через несколько минут она добралась до ворот, промчалась по лужайке и взбежала по ступеням. Дверь была открыта, но в вестибюле ее ноги тут же наткнулись на что-то, лежащее на каменных плитах. Она наклонилась и коснулась безжизненного тела. Подоспели крестьяне. При свете спичек она узнала своего суженого, бледного как свинец, с кинжалом в горле. Он лежал мертвым. Жермена не издала ни вопля, ни стона. Она выхватила кинжал и одним ударом вонзила его себе в сердце. Прекрасная мадам де Жемес. Автор Марис Леблан. У подножия лестницы, ведущей в приемные покои, Диан де Жемес совершила ошибку, посмотрев на себя в зеркало. Ее охватило безграничное чувство отчаяния, и ей потребовалось все ее самообладание, чтобы не разрыдаться. После 30 лет царствования в качестве первейшей красавицы Парижа Диана отрекалась от престола. Она надолго ушла в уединение и теперь возвращалась в общество впервые, возвращалась с седыми волосами. Ее подруга, госпожа Арнольд, в чьем доме она вновь появлялась на публике, встретила ее в дверях большой гостиной и шепнула ей: «Попробуй улыбнуться, Диан, и ты все еще будешь самой прелестной женщиной здесь». Диан не могла улыбнуться. Да и к чему это было? Никто на нее не смотрел, а ведь она помнила то волнение и прилив любопытства, которое ее появление вызывало в былые времена, куда бы она ни пошла. Высокий мужчина с седыми усами подошел и поцеловал руку госпоже Арнольд. Обязанности хозяйки звали ее в другое место, и она задержала его. «Так вы пришли, знаменитый романист». «Что ж, мой дорогой Вильнёв, не предложите ли вы свою руку госпоже Д? Но как глупо с моей стороны. Я как раз собиралась представить вас друг другу,
а вы ведь знакомы уже много лет». Затем она поспешно удалилась. Вильнёв помедлил секунду, предлагая свою руку, и Диан сказала: «Признайтесь, милостивый государь, что вы меня не узнаете». Он ответил откровенно: «Если говорить честно, я не узнал вас сначала. Все дело в моих седых волосах, не так ли? Они меня сильно меняют». «Да», — сказал он. «Они вам чрезвычайно идут». «Это очень мило с вашей стороны», — ответила она. «Но, право, я бы не обиделась. Мне довелось встретиться с вами всего 3 или 4 раза, и я едва ли могла ожидать, что вы запомните». Они присели чуть в стороне, в углу, откуда могли наблюдать за танцующей молодежью. Диан, охваченная меланхоличными мыслями, молчала. Она разглядывала своих бывших соперниц. Все они все еще боролись за сохранение своего внешнего очарования, и Диан болезненно спрашивала себя, не могла ли она отсрочить это непоправимое отречение. Но, заметив, что Вильнёв смотрит на нее, она выпрямилась и улыбнулась вопреки себе. Тогда он сказал: «Чуть ранее я сказал вам избитый комплимент, говоря, что перемена пошла вам на пользу. Но я хочу повторить это снова, потому что говорю искренне». «Неужели?» — спросила она. «Да, в вас появилось что-то более мягкое, что-то более доступное». «Значит, я не казалась ни мягкой, ни доступной, когда у меня были светлые волосы и я одевалась как девчонка? Я не знаю, какой вы были тогда. Я вижу вас такой, какая вы сейчас. И женщина, которой я стала, — сказала она голосом, в котором смешались нотки иронии и горечи, — находит большее расположение в глазах романиста Вильнёва? Разве это оскорбление с моей стороны, если так? Оскорбление прошлого, да. Эх. Вчерашнее прошлое так близко. Что отделяет вас от него? Всего лишь цвет ваших волос. И несколько морщинок, прошептала она. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, вы не против? Они болтали о том о сём, сначала равнодушным тоном, затем более доверительно, как будто их симпатия друг к другу возникала скорее из самого звучания их голосов, чем из слов, которые они произносили. Затем они замолчали, и Диан подумала, что он ищет повод оставить ее. Вскоре, однако, она заметила, не поворачивая головы, что он снова устремил на нее свой взгляд. И эта настойчивость вызвала у нее некоторое чувство неловкости. Наконец Вильнёв сказал: «Вы знаете, я в некотором роде профессиональный психолог. Это такая же хорошая профессия, как и любая другая. Скажите, дает ли она мне право задать вам очень нескромный вопрос?» «Да, ведь у меня все еще останется право не отвечать». «Что ж, мне бы очень хотелось знать. Есть кое-что, что меня чрезвычайно интересует. Почему или как вы пришли к решению? Прекратить быть прекрасной госпожой де Жемес?» — сказала она, заканчивая за него предложение. «Нет, но прекратить настаивать на том, чтобы вас таковой считали». Я приняла это решение, когда почувствовала, что оно необходимо. Возможно, я даже почувствовала это слишком поздно. Но ведь должно же было что-то произойти, какой-то случай. Вовсе нет. И все же. Да ничего не было, говорю же вам. Вы не ответите? Нет. Тогда бокал шампанского. С удовольствием. Она взяла бокал, который он ей протянул, выпила его почти залпом и тут же, передумав, прошептала: «Впрочем, если вам это интересно, почему бы мне не рассказать?» Но, как я уже сказала, ничего из ряда вон выходящего не случилось,
в крайнем случае, довольно болезненная маленькая трагедия совести, да и то вряд ли. Да, единственный случай произошел во мне самый, в моем сознании, как результат множества крошечных фактов. В основном это была усталость, понимаете, бесконечная усталость, своего рода уныние. Почти в один миг мне до смерти надоело быть прекрасной госпожой де Жемес, а особенно быть только этим. Я вдруг поняла, что ради того, чтобы оставаться прекрасной госпожой де Жемес, которую воспевали поэты и которую мир принял как символ веры, я пожертвовала всеми своими вкусами, всеми своими предпочтениями, всеми своими мечтами, самой своей жизнью, которую, в конце концов, я могла бы легко начать заново после смерти мужа. Я была красива, и этого было достаточно. Красота в те далекие времена, и все же такие близкие. Казалось мне функцией, которую необходимо выполнять, призванием, которому человек обязан подчиняться. Был ли у меня разум, были ли у меня какие-то качества сердца и ума? Я не знаю. Я была прекрасной госпожой де Жемес, и я доказывала это, посещая каждый прием и каждую премьеру, и я доказывала это, оставаясь красивой, что бы ни случилось, каким бы ни было мое настроение изо дня в день. Вы понимаете, какая это пытка? Разве это пытка? Спросил он. Вы уверены? Это пытка, заявила она. По крайней мере, с тех лет, когда начинается ложь. Сначала ты побеждаешь, потому что ты сильнее, и навязываешь это людям. А потом приходит сомнение, а затем отчаяние. А потом начинается борьба, постоянная, ежедневная, хитрая борьба, борьба со своей фигурой, борьба со своими морщинами, и мы волнуемся, и ищем выход, и завсегдатайствуем у массажисток и специалистов по красоте, и пробуем газетные рецепты и лекарства, рекламируемые всякого рода шарлатанами, пока все не заканчивается тем, что ты становишься не более чем накрашенной, заштукатуренной куклой, и лжешь, и вынуждена лгать все больше и больше с каждым днем. Ах, нет, 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 с меня хватит. Между ними воцарилось долгое молчание. Затем Вильнёв сказал: «Вы никогда не были влюблены?» «У меня никогда не было времени. К тому же я не привлекала любовь. Любовь привлекает не столько красота, сколько очарование. Очарование, которым я не обладала? Да, но ваша красота скрывала его. Такое впечатление у меня сложилось однажды вечером, когда я разговаривал с вами в опере. Красота в конце концов становится маской, за которой скрывается множество других красот, красот гораздо более великих и гораздо более пленительных. Это те красоты, которые видны в вас сегодня. Они возвращаются на свое естественное место. И, понизив голос, он добавил, и это очень трогательное зрелище. Она подняла на него глаза. Взгляд, которым они обменялись, был дружеским. Они чувствовали полную преданность друг другу, и Диан продолжала говорить, раскрывая уголки своей души, которые сама обнаруживала с некоторым изумлением. Тогда Вильнёв, в свою очередь, рассказал ей о своей жизни, об унижениях, которые он претерпел от тщеславия, амбиций и успеха. «Но вы любили?» — спросила она. 20 раз, иными словами, никогда, ибо настоящая любовь бесконечна. Становилось поздно. Она протянула ему руку. «Прощайте и спасибо вам. Этот вечер, которого я так боялась, был восхитительным благодаря вам». «Нет», — сказал он, — «благодаря вам самой и тому доверию, неожиданному доверию, которое вы мне оказали. У вас было что-то на душе, вы хотели выговориться, и вы встретили здесь меня». Они сделали несколько шагов, и она снова села без всякой причины.
И они продолжали долго болтать обо всем, что их волновало. Таким образом, они заметили, что многие из этих вещей были похожи. «Еще раз доброй ночи», — сказала госпожа де Жемес, и на этот раз действительно. «Доброй ночи», — сказал он. «Но когда я увижу вас?» «В один из этих дней?» «Приходите на чай в среду». «Мы будем одни?» «Да». Стоя лицом к лицу, они пожали друг другу руки и на мгновение заглянули в самую глубь глаз друг друга. И Диан почувствовала по теплоте взгляда Вильнёва, что она пробудила новое чувство в душе этого человека. По дороге домой она размышляла о том, что это был первый раз с тех пор, как она впервые вышла в свет, когда она уносила с собой с приема волнующую мысль о завоевании. И это был первый день, когда она согласилась больше не быть прекрасной госпожой де Жемес и показать морщины на своем лице и снежную белизну своих волос. В среду Вильнёв пришел и пил чай с госпожой де Жемес. Месяц спустя газеты объявили об их приближающейся свадьбе. Хороший урок. В тот год мой дядя А.Н.Т.И.М. не имел столько поводов радоваться моему присутствию рядом с ним, сколько в предыдущие годы. Мэр маленькой деревни, куда моя семья отправляла меня проводить каникулы, он заботился о том, чтобы каждое пребывание увеличивало не мои физические или интеллектуальные способности, а мои моральные качества, мою мудрость, мое знание добра и зла, того, что справедливо и несправедливо, того, что нужно делать, и того, чего делать не следует. Таким образом, любая прогулка была предлогом для добродетельных рассуждений. Вид пахаря заставлял его превозносить патриархальные нравы деревни. В конце каникул я уезжал, пресыщенный хорошими манерами и восхитительными примерами, и мой дядя не скрывал своей радости от того, что открыл мне еще немного пути честности и прямоты. Но на этот раз я с самого начала почувствовал некоторую робость в той апологии, которую мой дядя усыпал в честь укрепляющих зрелищ, которыми я буду наслаждаться в течение лета. И мне, к слову, не потребовалось большой прозорливости, чтобы понять причины его смущения. Весной, после эпидемии скарлатины, которая опустошила край, мой дядя выписал из соседнего города и бесплатно поселил в принадлежавшем ему маленьком доме старого доктора по фамилии Гримар. Сначала все шло как нельзя лучше. Врач добросовестно занимался своими больными. Он жил один, со своей прислугой, и подавал пример простой и регулярной жизни. Но вскоре поползли странные слухи. Они обрели плоть, конкретизировались, и стало общеизвестным, что Селина, служанка доктора Гримара, вела себя самым предосудительным образом. Люди сопоставляли совпадения. Рассказывали факты. Я приехал в самый разгар этого скандала, и скрыть его от меня не было никакой возможности. Это было слишком публично. Только об этом и говорили. Женщины на порогах своих домов перекликались, комментируя последние приключения. Все парни городка прошли через это. Были застигнуты врасплох даже женатые люди, и поговаривали, что садовник моего дяди А.Н.Т.И.Ма предлагал Селине самые красивые плоды из сада. Этот бедный дядя был в отчаянии. Чего бы он только не отдал, чтобы я не был свидетелем таких бесчинств. У него, конечно, была мысль отослать меня домой. Но однажды утром, с энергией человека, принявшего великое решение, он схватил меня за руку. «Послушай, ты теперь почти мужчина. Что ж, ты увидишь, как поступают со злом. Я хочу, чтобы ты вынес из этого урок, который повлияет на всю твою жизнь». Он повел меня к доктору. Там я увидел Селину, которая развешивала белье в саду. Это была девушка немолодая, некрасивая,
но привлекавшая внимание дерзостью своих манер и видом своей выдающейся груди. Мы прибавили шагу. Господин Гримар принял нас сам, и сразу же мой дядя, приняв серьезную позу и решительное выражение лица, объяснил. «Мой дорогой доктор, я не буду ходить вокруг да около, дело вот в чем, вы не можете не знать о бесстыдном поведении вашей служанки, несчастная, увы, не стесняется удовлетворять свои грубые аппетиты практически публично, и это происходит на ваших глазах, на глазах деревни, на глазах детей. Это пример, который не может не принести свои плоды в самых дружных семьях. А между тем, я, избранный хранитель нравов этой округи, и я пришел просить вас положить конец существующему положению вещей». Господин Гримар, маленький старик с грустным и добрым видом, вставил. «Простите, господин мэр, но что я должен делать?» «Черт возьми, это же просто», — воскликнул мой дядя, «увольте Селину, или же...» Смущенным тоном мой дядя добавил. «Или же я буду вынужден лишить вас права жить в этом доме». Полноте, доктор, невозможно, чтобы вы колебались между приятным положением, которое вы здесь имеете, и этим существом. Очень мягко старик положил руку на рукав моего дяди и сказал ему со всей серьезностью. «Не говорите о ней слишком плохо, сударь, потому что это существо — моя жена». «Ваша жена». Мы смотрели на него, ошарашенные. Он продолжал медленно. «Я признаюсь вам в этом, чтобы вы знали все, прежде чем лишить меня того маленького местечка, где я рассчитывал закончить свои дни, защищенные от нужды. Да, вот уже 20 лет, как я на ней женился. Она была из хорошей семьи, мы жили в провинции, и дела мои процветали. Потом, вдруг, поведение Селины изменилось. У нее появились любовники. Об этом узнали, я потерял свою клиентуру, и мне пришлось уехать. Тогда мы стали переезжать из города в город, и каждый раз она принималась за старое. Вы скажете мне, почему вы ее не прогнали? Я прогонял ее, сударь, а потом она возвращалась, и что вы хотите? Я любил ее и прощал. И таким образом я все принял, по трусости, а также из жалости. Погубить свою жизнь, закрывая на все глаза, или же думать только о своем будущем и отвергнуть несчастную. Но что бы с ней стало? В какое ничтожество она бы опустилась? Он добавил грустно. Годы прошли, я больше ее не люблю, уже давно я ее не люблю. Я мог бы ее бросить, начать жизнь заново, но я не захотел, потому что... Он наклонился к нам и прошептал. «Послушайте, я доктор, и я много изучал ее случай. Что ж, это не ее вина. Нет, этого требует ее природа». И вот, мало-помалу, я задался вопросом, какой в этом вред. Да, почему считается позором иметь чувственные аппетиты и удовлетворять их? Мы ведь едим, как животные, мы пьем, мы спим, как они. Почему бы нам не заниматься, как они, любовью, когда нам этого хочется? Но я не могу удовлетворить свою жену. Пусть же она ищет это в другом месте, и я не стану ее прогонять, потому что она повинуется телу, которое дала ей природа. Он произнес серьезным тоном. Если я ее не люблю, не думайте так же, что я ее ненавижу, нет. Она так мягка, так ласкова, так полна достоинств. У нее есть только это. Недостаток ли это? Я не знаю. Почему бы этому не быть добродетелью? Полноте, кто помешал бы смотреть на это как на добродетель, на эту энергию тела, на эту неисчерпаемость чувств, на этот великолепный пыл плоти, который даже возраст не в силах укротить?
В самом деле, сударь, я ничуть не обижаюсь на нее, я ей все прощаю, и вот почему, когда вы предложили мне это место, я выдал ее за свою служанку. Да, за свою служанку. Вы, конечно, не потерпели бы беспутного поведения жены, но в отношении служанки я надеялся. Он замолчал. Какую жалость я испытывал к нему. Как я боялся, что у него отнимут его заработок. И я думал об уроке морали, который мой дядя хотел мне преподать. Странный урок я получил, весьма далекий от намеченной цели, урок тем более глубокий, урок справедливости, истины, снисхождения, бесконечного прощения. Ах! Мой дядя вполне мог прогнать беднягу и развернуть весь аппарат своих строгих принципов, но от этого не стало бы менее верным то, что я получил свой первый и свой лучший урок реальной жизни. Но случилось нечто аномальное. Мой дядя Аэнтеим схватил старика за руки, пробормотал несколько непонятных слов и быстро ушел, словно желая скрыть какое-то тайное волнение. Цена счастья. Один и тот же год сделал их сиротами. У них был один и тот же опекун, старый офицер, который собирал их у себя каждое утро и говорил с ними о чести и долге. Когда он умер, их устроили в один и тот же коллеж. И таким образом Тристан де Каарш и Жофруа де Кажоль провели вместе всю свою юность. Одинаковые вкусы навсегда связали их с родным краем. Это был суровый край, окружающий Мортен. Карьеры, изрывшие его подобно ранам, обнажают его гранитный костяк. Древние леса покрывают его дикой и запутанной порослью. Столетия варварского героизма спят там бесповоротным сном, в котором, словно грезы, витают легенды о шуанах и войнах против англичан. Два небольших замка, в которых они жили, казались каменными ларцами для благочестивых реликвий этого феодального прошлого. Замок Тристана цеплялся за покрытый лишайником склон холма углами и шпилями своих турелей, остроконечных крыш и свинцовых горгулей, в то время как в близлежащей долине, в глуши кипарисового леса, поместье Жофруа де Кажоль вверяло стоящей воде пруда гордый силуэт своей башни. Они жили просто и строго, имея один кошелек и одно сердце. Красивые кони паслись на их лугах. У них были хорошие ружья и хорошие собаки. Из города и окрестностей охотно приходили к их столу и на их охоту, потому что они были гостеприимны и щедры. Но ни одно удовольствие не казалось им сравнимым с тем, какое они получали от своей мужественной дружбы. В этом крылся секрет их хорошего настроения, причина, делавшая их глаза улыбающимися, а жизнь легкой. Они смотрели друг на друга с доверчивой уверенностью тех, кого разлучит только смерть. К 30 годам Тристан встретил у соседей молодую девушку, чья наивная грация покорила его. Он полюбил ее. Женевьева ответила на его любовь. Состоялась свадьба. Это новое положение дел не привнесло никаких изменений в существование двух друзей. Им вовсе не казалось, что между ними проскользнула хоть малейшая неловкость. С товарищем своего мужа Женевьева вела себя мягко, ласково и естественно, и Жофруа де Кажоль не проявлял по отношению к этому радушию ни чопорности, ни ревности. Каждым вечером, как и прежде, он поднимался в замок Каарш. Дружеские часы протекали у камина или при свете звезд. И, таким образом, прошло 3 года. Однажды после полудня, когда они возвращались с охоты, Тристан нашел на балюстраде крыльца письмо, в котором узнал почерк Женевьевы. Он прочитал: «Я ухожу. Ты меня больше никогда не увидишь. Прости». Он упал без сознания на руки своего друга. 2 недели он был между жизнью и смертью, и еще 4 недели должен был соблюдать постельный режим.
Жофруа устроился рядом с ним, не покидал его ни на минуту и спас его. Но, все еще опасаясь, как бы отчаяние не толкнуло Тристана на какое-нибудь роковое решение, он оставался в замке Каарш еще 6 месяцев. Наконец, чтобы отвлечь его, он увез его с собой. И это было тщательное трехлетнее путешествие по Европе, во время которого они обыскали каждую страну, надеясь, что случайная встреча или разговор нападут на след беглянки. Но дни шли, и каждый из них добавлял немного тени в таинственную ночь, окутавшую исчезновение Женевьевы. Они вернулись в Британь. В самый вечер своего приезда Тристан, убегая от слишком болезненных воспоминаний, пришел постучаться в поместье своего друга. Он провел там ночь, а также последующие дни и ночи, и больше никогда не видел турелей и зубчатых стен Каорша. Он делал большие обходы, чтобы только не приближаться к нему. И жизнь потянулась монотонно. Густая меланхолия, подобная туману, который опускался в сумерках на унылые пруды, скрывала теперь от них радость прекрасных зрелищ и заставила их забыть сладость жизни. Возможно, со временем рана Тристана утихла, но он никогда не смеялся, и его рассеянный взгляд, казалось, всегда был устремлен на исчезнувшие или невидимые вещи. Жофруа ухаживал за ним с материнской нежностью и, никогда не говоря с ним о прошлом, молча утешал его своими мягкими ласками. Часто в темные часы он брал его голову в свои руки и прижимал к своему плечу. Другой позволял делать это, как ребенок. Их слезы текли, Тристан шептал: «Мне хорошо, только здесь, в твоих объятиях, мне хорошо». Однажды, после 12 лет такого существования, когда забвение мало-помалу спускалось в его душу, он упал с лошади и разбился насмерть. У края могилы Жофруа опустился на колени и долго оставался спокойным. Он заламывал руки, целовал землю и омывал ее своими слезами. Он ушел только после того, как пришла любимая собака Тристана, старый пес, который пришел, чтобы лечь и умереть. Тогда, ссутулив спину, медленным шагом он вернулся к своему жилищу. На пороге он позвал своего слугу, верного лакея, который его вырастил. Он сказал ему: «Дай мне ключ». Взяв ключ, он прошел через комнаты, миновал коридоры и поднялся по узкой винтовой лестнице внутри башни. Звук его шагов эхом отдавался, как в глубине пещеры. Бойницы прорезали стену, подобные подземным ходам, на конце которых вспыхивал дневной свет. Массивная дверь остановила его. Он открыл ее. Он вошел в большую круглую комнату, где светилась щель единственного окна. Без сил он упал на стул и зарыдал. Тогда Женевьева обняла его руками и сказала: «Плачь, мой возлюбленный, плачь». Он плакал обильными слезами, а она говорила: «Плачь сильнее, оплакивай своего друга со всей своей скорбью и со всей своей дружбой». Но плачь по нему без угрызений совести. «У меня их нет, у меня их никогда не было. Мы сделали для него все, что могли сделать, и, значит, все, что были должны сделать. В течение 15 лет, чтобы его сердце друга не было разбито так же, как его сердце мужа, ты терпел пытку видеть его несчастным и присутствовать при горе, которое мы причинили. Иди, мой друг, ты исполнил свой долг, и более чем свой долг». Он поднял к ней свое печальное лицо и произнес: «А ты, Женевьева, ты, которая уже 15 лет остаешься здесь взаперти, пленницей, одна на протяжении целых дней, одна долгие годы». Они посмотрели друг на друга с гордостью, гордые собой и своим благородством. У Женевьевы были почти белые волосы и цвета слоновой кости цвет лица, свойственный тем, кого никогда не омывает наружный воздух. «Ах, Женевьева!» — пробормотал он. «Как мы любим друг друга! Наша любовь выше всяких низостей».
я люблю тебя больше своей совести». Они чувствовали себя рабами чего-то бесконечно великого, что выводило их за рамки обычных условий жизни. Долг меняется в зависимости от существ. Их долгом было любить друг друга, и они любили друг друга. «Женевьева», — сказал он, — «теперь ты свободна, твоя тюрьма откроется». Она серьезно покачала головой. «Нет, Жофруа, нет, нельзя, чтобы его честь была запятнана даже после его смерти. Нужно, чтобы никто не узнал о нашем грехе. Это выкуп за мое преступление, и я не имею права уклоняться от него. И потом я умерла. Моя могила здесь. Пусть я останусь в ней погребенной». И она добавила еще с очаровательной улыбкой: «И потом, видишь ли, я люблю свою тюрьму, вся моя жизнь здесь, между этими старыми стенами, все мое счастье. У меня больше нет желания ходить по дорогам, видеть горизонты, чувствовать живые цветы. Все это пугает меня. А, мой милый, нет в мире пейзажа, который стоил бы для меня тех нескольких деревьев, что я вижу из своего окна, и отблесков, которые спят на воде пруда.